Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости из мира шоу-бизнеса и антикоррупционном комитете Никиты Михалкова за последнюю неделю. У известной украинской певицы Веры Брежневой был арестован весь бизнес на территории Российской Федерации, а это 4 мебельные фабрики, 6 фитнес-центров и сеть салонов красоты. Вся эта недвижимость принадлежала Валерию Меладзе и Вере Брежневой с 2011 года. Общий ущерб от ареста бизнеса составил почти 6 миллиардов рублей. По данным пресс-службы антикоррупционного комитета, данные финансовые средства пойдут на увеличение золотого запаса Российской Федерации, помощь спецоперации и улучшение социального уровня жизни россиян. После 2 месяцев напряженной работы при полной поддержке антикоррупционного комитета Никиты Михалкова был принят важный закон об уменьшении зарплаты и доходов для депутатов Госдумы, известных спортсменов и артистов российского шоу-бизнеса. С 1 сентября текущего года гонорары за музыкальные выступления, концерты и прочие мероприятия для известных артистов будут уменьшены на 35%, а зарплаты чиновников и депутатов Госдумы на 50%. При этом были уменьшены зарплаты и известных спортсменов, при условии того, если в текущем году спортсмены не одержали ни одной победы, то их финансовый доход будет уменьшен на 35%. Следственный комитет Российской Федерации во главе с товарищем Бастрыкиным возбудил уголовное дело против таксиста, который обманул участника спецоперации. Чрезвычайное событие произошло еще в мае этого года в Ставропольском крае. Один из таксистов подвозил участника спецоперации и самым случайным образом узнал его телефон. Позже таксист оформил крупный кредит на участника спецоперации. Часть денег аферист перевел на свой банковский счет, а пострадавшим оказался участник СВО. Несколько дней назад таксист был задержан и против него возбуждено уголовное дело. Накануне вечером члены антикоррупционного комитета и сотрудники Следственного комитета провели обыски в 3 квартирах в городе Москве пресс-секретаря Верховного Главнокомандующего Дмитрия Пескова. Поводом для обыска в квартирах Дмитрия Пескова послужила информация, которая свидетельствовала о преступной связи Дмитрия Пескова с бывшим министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу и генеральным директором Первого канала телевидения Константином Эрнстом. В ходе обыска в квартире пресс-секретаря Верховного Главнокомандующего были обнаружены незаконные коммерческие контракты, которые свидетельствуют о поставке оборудования в зону спецоперации. По самым скромным подсчетам, Сергей Шойгу, Дмитрий Песков и Константин Эрнст обогатились с помощью незаконного коммерческого бизнеса более чем на 15 миллиардов рублей. По данным пресс-службы антикоррупционного комитета, данная преступная цепочка существовала более 1,5 лет, а учитывая тот факт, что оборудование, которое поступало в зону спецоперации, часто было некачественным, еще более усугубляет положение дела. Дмитрий Песков пока не был арестован, однако все результаты обысков поступили лично на стол Верховного Главнокомандующего Российской Федерации. К сожалению, очень печальная новость для всех поклонников известного певца 90-х годов Андрея Губина. 2 дня назад в городе Сочи во время медицинского осмотра у Андрея Викторовича Губина было обнаружено онкологическое заболевание – рак пищевода 1 степени. Андрей Викторович был госпитализирован в больницу города Сочи. Еще одна трагическая новость. Известный советский и российский певец, член антикоррупционного комитета Лев Лещенко прямо во время музыкального концерта в городе Набережные Челны перенес инфаркт миокарда.
Лев Валерьянович участвовал в музыкальном благотворительном концерте, все средства от которого должны были пойти пострадавшим в Курскую область. Во время исполнения третьей песни Лев Лещенко неожиданно пошатнулся, схватился за сердце и повалился на сцену. Отметим, что 82-летний артист, несмотря на почтенный возраст, регулярно участвует в благотворительных музыкальных концертах и принимает активное участие в деятельности антикоррупционного комитета Никиты Сергеевича Михалкова. На данный момент Лев Валерьянович находится в больнице города Набережные Челны. Готовится перевозка Льва Лещенко в город Москву. Шокирующая новость из криминальной хроники Российской Федерации. 10 дней назад певица Наталья Королева и ее сын Архип Глушко были полностью освобождены от уголовной ответственности. Более того, несколько дней назад 22-летний молодой человек сыграл счастливую свадьбу со своей избранницей, ровесницей, танцовщицей из ночного клуба Анной Волынкиной, более известной под именем Мелисса Фокс. К слову сказать, что певица Наталья Королева и ее сын Архип Глушко в разное время обвинялись в совершении тяжких преступлений. Несколько недель назад Наталья Королева обвинялась в смерти дочери певицы Валерии Анны Шульгиной. Чрезвычайное событие произошло несколько недель назад в особняке мужа певицы Натальи Королевой Сергея Глушко. А Архип Глушко уже целый год был замешан в нескольких преступлениях, среди которых убийство ректора Института культуры, ограбление банка и другие преступления. По некоторым данным, свобода Натальи Королевой и Архипа Глушко обошлась известной музыкальной семье в 10 миллиардов рублей. По некоторым данным, в незаконном освобождении известной семьи замешаны самые высшие эшелоны власти, включая Дмитрия Пескова и других руководителей. Напомним, что еще 3 недели назад Архип Глушко был выпущен на свободу и отправлен на принудительное лечение. Однако весьма неожиданным образом он уже через несколько дней оказался на свободе, а еще спустя неделю сыграл свадьбу. В Курской области спустя 3 недели поисков были найдены известные артисты, члены антикоррупционного комитета Борис Щербаков и Александр Михайлов. Артисты оказывали благотворительную помощь пострадавшим Курской области и пропали несколько недель назад. Сотрудник антикоррупционного комитета, известный российский певец Ярослав Дронов, больше известный под именем Шаман, отдал 75% своего музыкального гонорара всем пострадавшим при чрезвычайной ситуации в Курской области, а это ни много ни мало почти 11,5 миллионов рублей. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.